Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о том, влияют ли планеты и звезды на формирование личности и земные события, а также о том, почему увлечение астрологией представляет собой серьезную опасность для человека. По словам астрологов, астрологическое искусство, как они его называют, находится на стыке двух миров – физического и духовного. Поэтому рассматривать астрологию мы будем с двух точек зрения – с точки зрения науки и с точки зрения религии, поскольку одного научного взгляда в данном случае недостаточно. Но вначале давайте кратко коснемся истории астрологии. Астрология является одним из древнейших суеверий. Она упоминается еще за несколько тысяч лет до нашей эры. Хотя родиной астрологии принято считать Вавилон и Месопотамию, она параллельно зарождалась на нескольких континентах – в Индии, Китае и неоткрытой еще тогда Америке. Вавилонские жрецы считали Солнце и планеты божествами, формирующими земные события. Солнце было Ваалом, Венера, Иштар или Астардой и так далее. У этих божеств были статуи, перед которыми возжигались благовония и совершались жертвоприношения, в том числе человеческие. Например, перед идолом Ваала родители сжигали своих детей. Впоследствии, когда планеты в астрологии перестали считаться богами, влияние божеств трансформировалось во влияние планет, неизвестное науке. И вот тут нужно коснуться такой вещи, как механизм астрологии. Много тысячелетий, вплоть до 20 века, под механизмом астрологии понималась так называемая причинность, то есть когда планеты и звезды непосредственно влияют на Землю и человека. Но в 20 веке стало понятно, что обосновать причинность научным способом невозможно. Поэтому с подачи Карла Густава Юнга астрологи заменили причинность на так называемый синхронизм, при котором планеты больше не оказывают влияния на Землю, а вращаются якобы синхронно с земными событиями. И надо сразу заметить, что синхронизм не решает проблему влияния, а просто отодвигает ее на второй план, приписывая влияние уже не планетам, а кому-то или чему-то другому. Юнг изучал астрологию и алхимию, и вообще вся его жизнь с молодости была наполнена, как сейчас принято говорить, паранормальными явлениями, для обоснования которых он и выдвинул идею синхронизма, по сути перефразировав оккультный принцип «что наверху, то и внизу». Синхронизм был предложен Юнгом для описания обстоятельств, кажущихся связанными, но не имеющих причинно-следственной связи. Древние астрологи думали, что по движению планет можно предсказывать будущее. Например, урожай, засуху, наводнение и любые бедствия. Веря, что светило воздействует на Землю, астрологи подмечали, при каком их положении случилось то или иное событие, полагая, что если положение повторится, должно повториться и событие. То есть, если на небе случилось событие А, на Земле случится событие Б. Такая астрология называется астрологией предзнаменований. Ей не были знакомы индивидуальные гороскопы. Она занималась событиями масштаба государства, включая жизнь царя. Астрологи верили, что планеты буквально формируют земной климат. Сейчас это покажется абсурдным, но ученый II века Клавдий Птолемей писал следующее. «Сатурн вызывает страшный холод, морозный, туманный и пагубный. Он плохо действует на воздух, вызывает облака и мрак. И более того, умножает снежные бури, которые не благотворны, а разрушительные, из которых производятся вредные для человека пресмыкающиеся. Что касается рек и морей, Сатурн обычно приносит штормы, крушение кораблей, полные опасности путешествия. Он также является причиной малочисленности и гибели рыбы, сильных морских приливов и разливов рек, сопровождающихся загрязнением вод. Также Сатурн приводит к нашествиям червей, саранчи или наводнениям, ливням, градам и тому подобным, приводя таким образом к голоду и гибели людей». И еще оттуда же. Марс ослабляет легкие и несет чесотку и перхоть. Меркурий делает мужчин беззубыми, глухими и немыми, хотя тем не менее умными и хитрыми. Птолемей был не только астрономом, но и астрологом. Он собрал сформировавшиеся на тот момент астрологические суеверия и записал их в книгу Тетрабиблос или Четверокнижие.
И уже тогда, то есть во II веке, он упоминает о существовании различных школ в астрологии, вавилонской и халдейской. Также еще тогда он объясняет несбывшиеся прогнозы непрофессионализмом астрологов и большим количеством шарлатанов. А про неопытных астрологов он писал, что их число, как можно предположить, среди лиц, занимающихся этим важным и многосторонним искусством, велико. О чем это говорит? О том, что число несбывшихся прогнозов также было велико. Но астрологам даже не приходило в голову, что астрология не работает. Они списывали все промахи на различные внешние причины – непрофессионализм, шарлатанов и так далее. А поскольку причину несбывшихся прогнозов в том числе видели в несовершенстве астрономии, в неточности наблюдений или неправильности расчетов, то эту точность стремились повысить. Поэтому можно сказать, что астрологические заблуждения некоторым образом способствовали развитию астрономии. Говоря о влиянии планет на характер людей, Птолемей писал: «Властвующий над душой Марс заставляет людей, так и написано, заставляет, быть жестокими, вызывающими, кровожадными, разрушителями, мотами, крикунами, скорыми на физическую расправу, запальчивыми, пьющими, злодеями, безжалостными, неравновешенными, безумными, ненавидящими своих близких, нечестивыми». Как видим, при таком взгляде на мир человек практически перестает отвечать за свои поступки, поскольку им полностью управляют планеты, за что астрологию критиковали греческие философы, а позднее христианские святые, потому что судьба отрицает свободу и мораль. Если человека сделали злодеем планеты, то несправедливо его за это наказывать, ему надо помочь. Хотя как здесь ему поможешь? Сейчас такой подход кажется слишком кардинальным, и астрологи говорят, что детерминизма в астрологии больше нет, то есть нет судьбы. Но на самом деле наделение человека негативными качествами, помимо его воли, в астрологии присутствует до сих пор. Например, вот что пишет Павел Глоба. Люди с Сатурном во Льве отделены невероятной гордыней. Марс называется малым несчастьем, а Сатурн – большим несчастьем. Суммарное их действие приводит к очень плохим последствиям. И, кстати говоря, астролог Грегори Санто утверждает, что не вполне справедливо называть человека свободным, поскольку никакими усилиями он не может передвинуть Солнце в своем гороскопе из одного знака зодиака в другой. И гороскоп привязан к нему на всю жизнь. А что некоторые астрологи предлагают делать с негативными нравственными качествами, которыми гороскоп наделяет человека, мы узнаем ближе к концу этого видео. До XVIII века астрология считалась наукой и преподавалась в европейских университетах. Но когда стало понятно, что Земля не является центром Вселенной, а созвездия – это не прикрепленные к небесному куполу участки, посылающие некие лучи, вера в астрологию стала ослабевать. И пути астрономии и астрологии окончательно разошлись. Астрология попала в разряд лженаук. А теперь давайте кратко рассмотрим, что такое гороскоп. Европейская астрология имеет много видов, но почти все они занимаются двумя основными вещами – построением гороскопов или натальных карт и их объяснением или толкованием. Гороскоп – это схематическое изображение небесных светил, видимых с определенного места в определенное время. То есть для его построения в астрологическую программу нужно ввести координаты местности, дату и время. Гороскоп может быть построен не только для даты рождения человека, тогда он называется натальной картой, но и вообще для чего угодно. Для целой страны, для бизнес-фирмы, для корабля, в том числе космического, и даже для самого времени возникновения вопроса в голове. Этим занимается часовая астрология. Основными элементами гороскопа являются планеты, дома, аспекты и зодиак. Всему этому в астрологии приписано как положительное, так и отрицательное значение, и комбинируясь различным образом в гороскопе, все названное символизирует то или иное воздействие на человека и Землю. Европейская астрология использует в основном 10 планет. Почему так много? Потому что Солнце и Луна
в астрологии считаются планетами, вращающимися вокруг Земли, поскольку астрология до сих пор использует геоцентрическую систему Птолемея, где Земля находится в центре. Планеты в астрологии бывают благотворные, нейтральные и злотворные. А если из-за разности скоростей движения планет по орбитам какая-либо планета представляется движущейся в обратном направлении, то есть совершает петлю, то она называется ретроградной. Ретроградность в астрологии – это плохо. Она может испортить даже так называемую благотворную планету. И часто в СМИ, в том числе на федеральных каналах, можно увидеть, как астрологи говорят о том, что можно и что нельзя делать в периоды ретроградности той или иной планеты. Например, нельзя совершать покупки или делать операции. Только астрологи не объясняют, что делать человеку, у которого, например, подошла очередь к операции. Ему отказываться от нее или идти, опасаясь, что она будет неудачной. И, как мне кажется, если, послушавшись астрологов, человек причинит вред своему здоровью или тем более жизни, то их вину перед Богом разделят также и руководители тех СМИ, которые предоставили им площадку для высказываний. Следующий элемент гороскопа – это так называемые астрологические дома. Это гипотетические участки, отвечающие за суточное движение Земли вокруг своей оси. В астрологии 12 домов. И в течение суток каждое светило бывает во всех домах, переходя из одного в другой. Дома в астрологии также наделены своими определенными характеристиками. Например, один дом отвечает за близкое окружение, другой за финансы, третий за таланты и способности. Для построения домов в гороскопе нужно знать точное время рождения. Без этого, то есть без домов, гороскоп называется космограммой. Вообще, как мы заметим, астрологи очень любят красивые наукообразные названия. Следующий элемент гороскопа – это аспекты, или угловые расстояния между планетами. Из планет в гороскопе можно составить треугольнички, квадраты, прямые или оппозиции и так далее. Аспекты также бывают как благоприятные, так и неблагоприятные. Ну и последний элемент гороскопа, о котором все слышали, это зодиак, что переводится как круг маленьких животных. Знаки зодиака заимствуют название от созвездия на эклиптике. А эклиптика представляет собой видимую из Земли годичную проекцию движения Солнца на так называемую небесную сферу. В течение года Солнце проходит по всем зодиакальным созвездиям, находясь примерно по месяцу в каждом из них. Еще в древности эклиптика была разделена на 12 равных частей по 30 градусов, примерно соответствующих созвездиям. Это было перенесено в гороскоп и получило название знаков зодиака. В каком созвездии находилось Солнце в день вашего рождения, такой знак зодиака вам присваивала астрология. Именно со знаками зодиака связана такая вещь, как газетная астрология. Ее основания приписывают теософу и астрологу Алану Лео, которого называют отцом современной астрологии. Не справляясь с потоком клиентов, хотевших попасть к нему на прием, он решил раздавать рекомендации по знакам зодиака. То есть газетная астрология, она разделяет все человечество на 12 больших групп с одинаковыми характеристиками. Наука, конечно, это не подтверждает, но не все знают, что это не подтверждают даже астрологи. Многие из них дистанцируются от газетной астрологии, говоря, что это не имеет никакого отношения к настоящей астрологии, поскольку каждый человек, по их словам, уникален. Поэтому газетная или журнальная, или, как ее еще называют, желтая астрология, она не имеет никакого отношения к астрологии, а имеет отношение просто к продажам газет и журналов, поскольку эти газетные гороскопы многим нравятся. Но против газетной астрологии существует и еще один весомый аргумент. Он называется прецессия земной оси или сдвиг созвездий. Дело в том, что земная ось сама медленно вращается, совершая полный оборот за 26 тысяч лет, или на 1 градус 72 года. В результате чего за более чем 2000 лет, прошедших с момента принятия знаков зодиака, реальные созвездия и знаки зодиака в гороскопе разошлись примерно на одну позицию. Но европейская астрология не стала это учитывать и оставила знаки зодиака на месте. Что это означает лично для вас? Это означает, что у вас и у ваших близких не тот знак зодиака, который вам сообщает астрология. Имеется в виду, что Солнце в день вашего рождения находится совсем в другом созвездии.
И, соответственно, если следовать идее древних астрологов, у вас должен быть другой знак зодиака. Сейчас вы видите на экране таблицу с астрологическими и реальными данными нахождения Солнца в созвездиях. Например, знак Близнецы астрология присваивает людям, родившимся с 21 мая по 20 июня. А в действительности Солнце находится в Близнецах с 20 июня по 20 июля. То есть созвездия сместились примерно на месяц вперед. Если вы мне не верите, то каждый может проверить это прямо сейчас. Для этого нужно скачать бесплатную программу Stellarium, которая является виртуальным планетарием, или зайти на ее сайт, у нее есть онлайн-версия. Там для удобства нужно ввести 12 часов дня, чтобы было видно, в каком созвездии находится Солнце. Отключить атмосферу, включить границы созвездий и их названия, а также ввести дату и место своего рождения. И тогда каждый увидит, что в день его рождения Солнце было совсем в другом созвездии, нежели ему сообщает астрология. Поэтому, если кто-то, наслушавшись советов астрологов, всю жизнь носил амулеты со своим знаком зодиака или покупал одежду под цвет своего знака зодиака, и уж тем более, если кто-то сделал татуировку со своим знаком, чтобы это якобы приносило ему счастье, то он делал все это впустую, тратил время зря. Но это, как говорится, еще не все. Как мы помним, знаки зодиака делят эклиптику на 12 равных частей по 30 градусов, соответствующих 30 дням. Но в реальности периоды прохождения Солнца по созвездиям отличаются от 30 дней. Так, например, созвездие Девы Солнце проходит за 45 дней, а созвездие Скорпиона всего за 7 дней. Кроме того, не все знают, но зодиакальных созвездий не 12, а 13. Если вы родились с 30 ноября по 17 декабря, то Солнце в этот период находится в созвездии Змееносца. А такого знака зодиака в астрологии просто нет. Но кто-нибудь возразит. Люди же соглашались с описаниями своих знаков зодиака. Более того, многие соглашались с описаниями знаков зодиака своих близких. То есть видели соответствие их характеров с описаниями, которые дает астрология. Так в том-то все и дело. Люди готовы соглашаться с описаниями чужих знаков зодиака, когда думают, что эти знаки принадлежат им. А работает все это благодаря эффекту Барнума, для которого нужно соблюсти 3 условия. Первое. Чтобы описание было сделано специально для человека, чтобы он думал, что оно сделано для него. В данном случае для его знака зодиака. Второе. Чтобы описание было сделано авторитетным источником. В данном случае это древняя наука, под которой подразумевают астрологию. И третье. Чтобы в описании были в основном положительные характеристики. И в качестве иллюстрации к сказанному можно привести эксперимент французского исследователя астрологии Мишеля Гаклена. Он разместил в газете объявление, обещая прислать подробный гороскоп каждому, кто вышлет ему его дату и место рождения. Всем откликнувшимся он выслал 10-страничный гороскоп, и 94% опрошенных подтвердили Гаклену, что гороскоп точно их описал. А 90% сказали, что это подтвердили и их родственники. То есть они сказали: да, в гороскопе описан ты. Но, как оказалось, Гаклен разослал всем один и тот же гороскоп, принадлежащий серийному убийце доктору Марселю Петейту. Но кто-нибудь скажет: нужно всего лишь учесть прецессию земной оси и привести знаки зодиака в гороскопе в соответствии с положением созвездий. Но дело в том, что если бы это хоть как-то повлияло на точность прогнозов, астрологи, конечно, давно бы это сделали. Кроме того, не все знают, но знаки зодиака в гороскопе больше никак не связаны с созвездиями. Вот что пишет о зодиаке известный астролог 20 века Дейн Радьяр. Не будем забывать, что это не более чем орбита Земли, разделенная на 12 секторов по 30 градусов. Он не имеет ничего общего с созвездиями. Понимаете, что происходит? Астрология в сознании многих связана с космосом и звездами, как наука, постигшая тайну звезд. Но из звезд в астрологии были только зодиакальные созвездия. А поскольку зодиак больше не связан с созвездиями, то звезд для астрологии все равно, что не существует. В науке о звездах, астрологии, места для звезд нет.
Поэтому астрология ограничивается космосом только в рамках Солнечной системы и не выходит за ее пределы. Могут возразить, сказав, что гороскоп может учитывать некоторые неподвижные звезды. Но это носит уточняющий, необязательный и второстепенный характер, и сегодня почти не используется. Таким образом, зодиак в гороскопе превращается в такую же выдуманную гипотетическую конструкцию, как дома и аспекты. С таким же успехом название созвездий можно было заменить на Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф, или Винни-Пух и Пятачок. И если вы родились в Винни-Пухе, то вы простой, искренний и любящий вкусно поесть. А если в Пятачке – скромный, осторожный, но верный друг. Но это бы звучало не так загадочно. А пиар, надо сказать, для астрологии – это практически все, она вся на нем держится. То есть на образе древней мистической науки, которой, конечно, она не является, о чем мы подробно поговорим в дальнейшем. Итак, что мы узнали? Астрология – это вера в то, что планеты, попадая в те или иные участки рисунка под названием гороскоп, определяют буквально все на Земле. Характер человека, его таланты, здоровье или болезни, взаимоотношения, дела, такие как покупки, поездки, лечение и так далее, а также судьбы целых народов и мировые катаклизмы. Хотя ни один катаклизм до сих пор не был предсказан астрологами заранее, а только постфактум, наподобие «я это предвидел». Если ты это предвидел, то нужно было сообщить немножко заранее. Например, позвонил бы в башню-близнецы и сказал, что они рухнут. А если тебе не поверили, то позвонил бы в полицию и сказал, что башни заминированы. Тогда по закону всех пришлось бы эвакуировать. Потом бы стали разбираться, и астрология снова вернулась в вузы. Казалось бы, вот ваша сфера. Но ничего такого со стороны астрологов мы не видим. Почему? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как многие могли бы подумать. Ну, то есть потому, что астрология просто не работает. Чтобы ответить на него, нужно докопаться до самой сути астрологии. Но вначале давайте закроем для себя вопрос, волнующий многих. Является ли астрология наукой? Как сказал историк Буше Леклерк, астрология – это вера, которая говорит на языке науки. И это наука, которая не в состоянии ничем, кроме веры, подтвердить свои принципы. Строго говоря, большинство астрологов и не считают ее наукой. Скорее так называют ее популяризаторы астрологии, понимая, что в образе науки, тем более с налетом некого мистицизма и древней мудрости, она найдет в себе большее доверие. Но поскольку вопрос о научности астрологии периодически поднимается, давайте его рассмотрим. Некоторыми сторонниками астрологии выдвигается мнение, что планеты и звезды оказывают влияние своими полями. Комбинируясь различным образом, эти поля оказывают как положительное, так и отрицательное воздействие на формирование личности и земные события. Здесь нет ничего оккультного, все это можно просчитать и даже предсказать. Из известных науки взаимодействий в данном случае уместно говорить только о гравитационном и электромагнитном. При этом гравитационное воздействие от звезд будет в несколько миллиардов раз слабее, чем от Марса, а от него в несколько тысяч раз слабее, чем от Луны. Проезжающий мимо троллейбус оказывает на нас более сильное гравитационное воздействие, чем Марс. А потоки частиц и электромагнитного излучения от звезд настолько малы, что их регистрация даже самыми чуткими приборами, которые называются радиотелескопы, требует немалых усилий. Электромагнитные и гравитационные поля планет и звезд, накладываясь друг на друга, образуют незначительный шум, сопровождающий человека от рождения до смерти, который примерно постоянен и к которому человек приспособлен. Если на человека и оказывает какое-либо воздействие, то не этот шум, а так называемый электромагнитный смог, порождаемый множеством электроприборов, электропроводкой и так далее. Также на Солнце периодически случаются вспышки, и потоки частиц, долетая до Земли, могут вызвать не только северное сияние, но и ухудшить самочувствие некоторых людей, чувствительных к этому. Но астрология этим не занимается. Этим занимаются совершенно другие науки. Вспышки на Солнце она предсказывать не умеет. Иногда астрологи в качестве доказательства влияния планет указывают на Луну и прилива, говоря: «Видите Луну?» «Да, видим. Ну вот». То есть, если продолжить их логику,
Человек состоит по большей части из воды, и гравитация теоретически может, воздействуя на мозг, участвовать в формировании характера. Кому-то это даже может показаться звучащим убедительно. Но даже если забыть, что при таком подходе в астрологии остаются только Солнце и Луна, а все вообще исчезает, как астрологи смогли рассчитать воздействие гравитации на отделы мозга? По каким формулам они узнали, что Луна мужчины в квадратуре к Марсу женщины означает полное отсутствие какой-либо гармонии и абсолютное эмоциональное непонимание между партнерами? И надо помнить, что древним астрологам функции отделов мозга вообще не были знакомы. Но вообще рассуждать о влиянии гравитации на мозг и таким образом на формирование характера не приходится, потому что человек постоянно находится в движении. Если предположить, что Луна находится, например, с правой части от меня и вызывает прилив крови к правому полушарию, а я взял и развернулся, и прилив крови сместился, как астрология собирается это учитывать? Человек спал и перевернулся на другой бок. Поэтому даже сами рассуждения на эту тему, они носят не научный характер, скорее просто забалтывание вопроса. Никакого механизма по определению влияния на человека известных науке полей и частиц астрологи так называемого научного крыла не предлагают и предложить не могут. Понимая, что механизм астрологии невозможно обосновать и сформировать с помощью гравитационных и электромагнитных взаимодействий, некоторые астрологи обратили свое внимание на квантовую механику с ее квантовой запутанностью и вообще некоторой нелогичностью. Квантовая механика предполагает наличие связи между внешне не связанными объектами, например, двумя фотонами. И тут астрологи увидели некую созвучность с синхронизмом Юнга, поскольку связь между планетами и земными событиями также установить невозможно. Но астрологи верят, что она существует. Но, как мы понимаем, разговоры астрологов о квантовой механике, кибернетике и других науках не содержат в себе ничего конкретного. Я бы даже назвал это, не хочу никого обижать, наукообразной болтологией. Вот для примера цитата с одного астрологического сайта. Если раньше астрологи думали, что на человека действует влияние электромагнитных полей планет, то сейчас нам известно, что все намного глубже. Влияние идет на субатомном уровне, а если быть точнее, на уровне энергии. Такими рассуждениями можно оправдать любую лженаучную концепцию. Например, я иду по дороге и считаю столбы, потом делю их на свой возраст и умножаю на массу тела. А результат, полученное число, как-либо интерпретирую. А на вопрос, при чем здесь столбы, отвечаю: дело не в столбах, все намного глубже. Влияние идет на субатомном уровне, а если быть точнее, на уровне энергии. И найдутся люди, которые посчитают такое объяснение убедительным. И между прочим, как мы увидим впоследствии, если астрологи заменят планеты на столбы и вообще перейдут на описанную мной методику, то на результатах прогнозов это никак не скажется совсем. Другие астрологи пускаются еще дальше и начинают рассуждать о вибрациях планет, энергоинформационной реальности и прочем, то есть о вещах, неизвестных науке. Если астрологам известен какой-то новый вид взаимодействия, пускай они им поделятся, получат Нобелевскую премию, расскажут, как они его открыли, какими приборами они его регистрируют и измеряют, а также по каким формулам они вычисляют его воздействие на человека и земные события. И тогда астрология вернется не только в вузы, но даже в детские сады. Но, как мы понимаем, и здесь дело дальше наукообразных рассуждений не идет. Тут надо заметить, что вообще астрологи очень любят окутывать свои рассуждения псевдонаучным туманом, ссылаться на научные открытия, сочетать научную терминологию с псевдонаучной, то есть паразитировать на достижениях науки. Свойство психики таково, что когда мы видим человека, говорящего уверенно и буквально сыпящего терминами, наше доверие к нему возрастает. Он представляется нам специалистом, разбирающимся в том, о чем он говорит. А он и не думал разбираться.
и даже не отвечает за свои слова, просто сваливает все в одну кучу. На некоторых же людей подобная псевдонаучная лексика вообще действует гипнотически. Они как будто отключают всякое критическое восприятие материала. Поэтому, как бы это банально ни звучало, хочется призвать чаще задействовать критическое мышление и не принимать на веру слов человека, даже если они нам очень понравились. Спросим себя, откуда он это взял. Он это сам выдумал, прочитал, а если прочитал, то где? Вся проблема в том, что большинство людей склонны доверять самим себе. В том смысле, что если какая-то идея пришлась им по сердцу, это служит для них автоматическим признаком ее истинности. И они уже не пытаются ее проверить, а начинают ее защищать. Критическое мышление вообще полезно всем, в том числе и православным, чтобы, как бы это сказать, не идолоизировать некоторых персонажей еще при жизни, а проверять их утверждения в более авторитетных источниках. И, кстати сказать, критическому мышлению очень мешает гордость, поскольку не позволяет человеку даже предположить, что он может быть неправ. Вообще люди без критического мышления, склонные доверять себе и даже не допускающие мысли о том, что они могут быть неправы, легко попадают в различные секты, в том числе псевдоправославные. Потому что каждая секта дает человеку нечто льстящее его самолюбию, объявляя его элитой или думающим меньшинством. Часто такие люди придерживаются совершенно дичайших заблуждений, и на них не может повлиять никакая научная аргументация и ссылки на здравый смысл. Возможно, кто-то мне возразит, сказав, что ты же верующий, значит, твои убеждения основаны на вере, а не на фактах. Тебе ли рассуждать о критическом мышлении? Да, отчасти это так. Но дело в том, что убеждения атеистов еще в большей степени основаны на вере, а не на фактах. Поскольку они верят, что все, что нас окружает, весь видимый мир, появился сам. А также, что неживая материя смогла самоорганизоваться, ожить, начала самовоспроизводить себя, развиваться, наконец обрела самоосознание как личность, начала писать стихи и запускать космические корабли. И для этого нужна очень крепкая вера. Я бы даже назвал ее слепой и фанатичной, отметающей все аргументы. Доказать или опровергнуть существование Бога невозможно. В это можно либо верить, либо не верить. Но даже если человек не верит, то все равно это является предметом веры, а не предметом знания. Но аргументов в пользу разумного замысла гораздо больше, в то время как фактов, доказывающих в кавычках, что Бога нет, просто не существует. Все подобные факты говорят лишь о том, что атеистам не нравится в Боге или в устройстве мира. То есть вначале они приписывают Богу те свойства, которые, по их мнению, он обязан иметь, или те действия, которые он обязан совершить. И поскольку они этого не видят, это служит для них доказательством, что Бога не существует. Например, если Бог есть, почему он тогда не сделает так-то? Или почему он не выступит с трибуны ООН? Но Бог не обязан соответствовать ожиданиям и представлениям атеистов, а также уровню их религиозного мышления. Это было небольшое отступление. А теперь снова вернемся к астрологии. Некоторые астрологи говорят, что астрологическое знание было получено путем сверхъестественного откровения. То есть кто-то спал, медитировал. Но если мы говорим о сверхъестественном откровении, то разговор о научности сразу отпадает. Кроме того, чье откровение считать более правильным? Индийское, китайское, вавилонское или индейцев майя, поскольку эти астрологии часто не совпадают. Итак, доказать и обосновать работоспособность астрологии средствами, которыми располагает современная наука, невозможно. Тем более, что у астрологов нет доступа к этим средствам. У них нет лабораторий с дорогостоящим оборудованием. Нет многомиллиардных вложений в исследования. Нет способов расчета влияния планет на формирование человека и земные события. То есть нет ничего, кроме просто разговоров. Говорит ли это о том, что астрология не может работать? Пока нет. Это говорит лишь о том, что астрологии нет места среди эмпирических наук, то есть основанных на опыте и экспериментальных данных, типа физики.
а попытки ее туда поместить являются не вполне честными. Но давайте дадим астрологии как науке еще один шанс. До сих пор мы не знали, как работает гравитация, а возможно и сейчас не все знаем. Но это не мешало и 50 лет назад рассчитывать траектории спутников и отправлять их в космос. Может быть, что-то подобное есть в астрологии? То есть она работает, а как, астрологов в принципе не интересует. А работает она, по их словам, от того, что опирается на многотысячелетний опыт наблюдений, то есть обоснованно статистически. Астрологи тысячелетиями наблюдали за земными событиями, соотносили их с положением планет, и таким образом сформировалось нечто наподобие базы данных, то есть астрологическое знание. Но все дело в том, что на сегодня не существует никакой подтверждающей астрологию статистики. По словам астрологов, это связано с тем, что статистический механизм очень сложно разработать из-за того, что нужно учитывать массу факторов. Но если сегодня при наличии баз данных и вычислительной техники невозможно подтвердить астрологические аксиомы, сложно представить, что древние астрологи могли бы это сделать. Но все же астрология представляется в глазах многих древним знанием. Вдруг это древнее знание в течение тысячелетий не развилось, а деградировало. Каждый астролог пытался его улучшить и добавлял что-то свое, и таким образом древнее знание было размыто. Это вообще такой распространенный миф о утрате некоего древнего знания. Я бы даже сказал архетип. Вдруг древние астрологи обладали именно тем самым не деградировавшим знанием. И что бы вы думали? У нас есть возможность с ним познакомиться. Дело в том, что при раскопках города Ниневии, а именно дворцовой библиотеки царя Ашурбанипала, жившего в VII веке до нашей эры, были найдены глиняные клинописные таблички астрологического содержания, около 7000 записей. Данный текст называется «Энума Ану-Энлиль». Он переиздавался в течение почти 1000 лет, поскольку из-за использования таблички приходили в негодность, и тексты приходилось обновлять, а также дополнять новыми предзнаменованиями. Итак, давайте соприкоснемся с незамутненной древней мудростью. Зачитаем несколько строчек из данного текста. «Если луна станет видна в первый день, земля будет счастлива. Если день достигнет своей обычной продолжительности, царство долгих дней. Если луна при своем появлении наденет корону, царь достигнет высшего ранга». Весьма любопытно узнать мнение современных астрологов об этих текстах. Вот что написано об этом в антологии эзотерики. В этом сборнике не найдется ни одного разумного слова. Если эти астрологические знания, записанные в первом тысячелетии до нашей эры, были общей суммой знаний всех народов, занимавшихся тогда астрологией, то из этого мы можем сделать вывод, что сделанные в то время астрологические прогнозы были просто лотереей. И еще оттуда же. Астрологическое искусство толкования нельзя представить себе как единую сумму знаний, которая испокон веков в неизменной форме передавалась из поколения в поколение. Напротив, с точки зрения сегодняшнего дня, этот накопленный опыт очень часто является скудным и бессмысленным. Искусство толкования, переданное во многих трудах по астрологии, вещает истины, которые для нас полностью непригодны и которые мы можем охарактеризовать как бессмыслицу. Каждый из нас, кто занимается астрологией, если такое издание попадается, будет в ней разочарован. Таким образом, говорить, что астрология основана на некоем древнем знании и древнем опыте, просто нельзя, поскольку этот древний опыт представляет собой примитивнейшие суеверия, которые не работают даже с точки зрения астрологии. А теперь давайте обратимся к современности. Попытки статистического обоснования астрологии периодически предпринимались. Наверное, самая известная из них была предпринята французским исследователем Мишелем Гакленом и его супругой. На их исследования до сих пор ссылаются астрологи как на подтверждающие работоспособность астрологии. Вот что пишет об этом новая астрологическая энциклопедия. Совместно со своей женой Франсуазой Гаклен он провел фундаментальные исследования, которые дали наиболее точное и строгое научное подтверждение работоспособности астрологии.
хотя в некоторых пунктах их выводы разошлись с традиционной астрологией. Итак, давайте для себя отметим. Наиболее точное и строгое научное подтверждение работоспособности астрологии. Довольно амбициозное заявление. Давайте его проверим. Мишель Гаклен, по данным библиотеки архивов, составил базу данных из 27 тысяч дат рождения. Эти даты были отсортированы по профессиям – врачи, ученые, политики, спортсмены и так далее. Составляя гороскопы рождения для них, Гаклен хотел выявить влияние гороскопа на выбор профессии. И здесь, как ему показалось, он обнаружил некоторую зависимость, которая впоследствии получила название «эффект Марса». В книге «Досье космических влияний» он пишет: «У 2088 чемпионов спорта Марс доминирует в одиночестве, но с удивительной статистической частотой. Его можно найти восходящим или находящимся в кульминации 452 раза вместо 358. Однако, как замечал сам Гаклен, такая неравномерность наблюдалась только у так называемых выдающихся представителей профессии, отбираемых Гакленом, а у обычных представителей никаких отклонений от нормы не было. Как же это объяснить? Прежде всего, исследования Гаклена оказались некорректными с точки зрения математического анализа, поскольку им неверно была оценена статистическая погрешность. Дело в том, что в исходных данных могут присутствовать так называемые статистические смещения или флуктуации. Они уменьшаются по мере увеличения числа наблюдений. Так вот, результаты исследований Гаклена ни разу не вышли за пределы статистической погрешности. Кроме того, руководствуясь сугубым принципом знаменитости человека, он мог, пускай и неосознанно, еще больше увеличить эту погрешность, то есть внести неоднородность в исходные данные, в чем впоследствии его и обвиняли. Но книга «Досье космических влияний» содержит в себе не только описание так называемого эффекта Марса, но также и исследование Гаклена на работоспособность всего гороскопа, а именно зодиака, домов и аспектов. Также он решил проверить, существует ли такая вещь, как астральная наследственность, о которой астроном Иоганн Кеплер писал следующее. Существует аргумент в пользу достоверности астрологии, вполне очевидный и совершенно безоговорочный. Это общность гороскопов детей и их родителей. Проведя необходимые исследования, Гаклен приходит к таким выводам. Существование астральной наследственности, в которую верили Кеплер, Шуаннар и Крафт, и в которую до сих пор верят многие астрологи, никак не может быть подтверждено фактами. Рассматривая факты в качестве позитивных, единственное, что можно в конце концов принять в расчет, это то, о чем мы писали в нашей статье 1962 года, которая, кажется, не устарела и сегодня. Хотя при некоторых планетарных условиях проявляют себя положительные результаты, здесь он имеет в виду эффект Марса, как объяснить, что никогда ничего не происходит, когда изучают традицию гороскопов в целом? Все это, на наш взгляд, окончательно исключает всякую возможность для зодиака, аспектов и домов играть какую-либо роль в человеческой жизни. Ну и как мы помним, по словам астрологов, это называется наиболее точное и строгое научное подтверждение работоспособности астрологии. Поэтому, к слову сказать, не стоит пытаться узнать астрологию через статьи или выступления астрологов, рассчитанные на широкие массы, поскольку то, что говорят астрологи в интервью для всех, и то, что они пишут в книгах для астрологов, иногда может сильно отличаться. А теперь давайте рассмотрим некоторые несообразности астрологии с точки зрения науки. У науки масса претензий и вопросов к астрологии. Хотя отчасти этих претензий астрологи научились отбиваться и объяснять их, по крайней мере для себя. Вообще, забегая вперед, нужно сказать, что никакой аргументации от науки повлиять на астрологов невозможно. Скорее, она рассчитана на людей, интересующихся, сочувствующих астрологии, но считающих ее наукой. Итак, одна из претензий к астрологии – это газетная астрология, разделяющая все население Земли на 12 больших групп с одинаковыми свойствами.
Но, как уже говорилось, такая астрология является глупостью с точки зрения науки, здравого смысла и даже самой астрологии, поскольку астрологи также критикуют такой подход, говоря, что каждый человек уникален. Поэтому этот аргумент или эта претензия к астрологии является, можно сказать, уже не актуальной. Но, несмотря ни на что, газетную астрологию можно назвать пиар-отделом астрологии, поскольку она занимается ее популяризацией и изменением общественного сознания. Она прививает мысль, что астрология – это чуть ли не неотъемлемая часть нашей жизни. Нас повсюду окружают знаки зодиака и астрологические символы. А самые уважаемые и авторитетные в нашем обществе люди, к мнению которых прислушиваются, я, конечно же, говорю про певцов и артистов, постоянно обсуждают на различных телешоу астрологию и все с ней связанное. Поэтому, сколько бы астрологи ни говорили о том, что не имеют отношения к газетной астрологии, они прекрасно понимают ее значение и что она для них приносит большую пользу. Следующая научная несообразность, о которой часто упоминают, это геоцентрическая система, поскольку астрологи до сих пор учитывают при построении гороскопа, что Земля находится в центре, а вокруг нее вращается Солнце и планеты. Но, как говорят сами астрологи, что нас это вполне устраивает, то есть для наших целей такой системы вполне хватает. Но все-таки, как мне кажется, астрологи здесь не вполне искренни, поскольку, как пишет Дэйн Радьяр, что при переходе к гелиоцентрической системе многое из традиционных представлений, фраз и названий древней геоцентрической астрологии надо было бы отвергнуть как лишенное логики. Из геоцентрической системы вытекает следующая, можно сказать, забавная особенность астрологии, такая как географическая ограниченность. Как писал об этом Мишель Гаклен, астрология, возникнув в относительно низких широтах, не предположила возможности, что ни одна из планет может быть не видна в высоких широтах несколько недель подряд. То есть в северных и южных широтах могут быть такие моменты, когда ни одной планеты не видно. И отсюда вытекает, что человеку нельзя построить гороскоп. Также, поскольку в гороскопе Земля находится в центре, то гороскоп нельзя составить человеку, родившемуся за пределами Земли, например, на Луне или на Марсе. Но астрологи на это отвечают, что да, такая проблема есть, но это просто показывает о том, что система не до конца еще разработана, нужно работать дальше. Следующая несообразность астрологии как науки – это проблема авторитета в астрологии. По астрологии нет официального учебника, как и не существует официальной астрологии. Есть более-менее распространенные направления, иногда противоречащие друг другу. А из этого вытекает следующая претензия к астрологии, такая как противоречивость систем астрологии. Существует множество астрологических школ и методик, противоречащих друг другу. Например, китайский астролог будет интерпретировать гороскоп по-другому, чем европейский. Например, в китайской астрологии планетой войны считается Венера, а в европейской – Марс. Также в разных школах астрологии могут быть разное число планет и знаков зодиака. Другая претензия к астрологии – это уже упоминаемый сдвиг созвездий. Дело в том, что европейская астрология не стала его учитывать, а индийская стала. Таким образом, в европейской и индийской астрологии у человека будет разный знак зодиака. Какой из подходов считать более правильным? Следующая претензия к астрологии – это так называемые астроблизнецы, то есть люди, родившиеся в одно и то же время в одном городе. У них должны быть одинаковые гороскопы и, следовательно, одинаковые судьбы, наклонности, способности и качество личности. В 1958 году в Англии был начат эксперимент, в ходе которого проходили наблюдения за более чем 2000 астроблизнецами. Никакого сходства между ними обнаружено не было. Еще одной несообразностью астрологии как науки можно назвать повторяемость эксперимента. Если, например, есть какая-либо физическая формула, то подставляя туда разные значения, физик будет получать разные результаты, которые потом можно повторить на практике. То есть ты рассчитал и увидел такой же результат практически. Но в астрологии такой принцип не работает. Как пишет астролог Маргарет Хайт, астрология не может всегда работать таким образом, как чистая синхронность.
Потому что если бы астрология работала таким объективным образом, как часы, то ее бы больше ценили в нашей культуре, ей больше бы доверяли. И мы, астрологи, были бы очень богатыми людьми. Но это не так, все гораздо сложнее. Но вообще все претензии к астрологии со стороны науки можно свести к двум основным вещам. И это даже не механизм ее предполагаемой работы. Первое. С чего вы взяли, что существует связь между положением планет Солнечной системы и земными событиями и качествами человека? Докажите эту связь. Пока никаких доказательств этой связи астрологи предоставить не могут. И тут надо понимать, что речь идет не о приливах или о том, что кто-то вышел на солнышко и загорел, а именно о связи в астрологическом понимании. И вторая претензия – это на основании чего планетам, зодиаку и всему остальному приписаны в астрологии те, а не иные свойства. Как они были выявлены? Почему именно эти свойства, а не другие? Это уже если закрыть глаза на то, что в разных школах астрологии эти свойства могут быть разные. Обычно на это отвечают, что это древний опыт. Но, как мы убедились, этот древний опыт просто представляет собой примитивнейшие суеверия. Скорее всего, объяснение астрологическому символизму находится в самих названиях планет и созвездий. Например, что касается планет, их свойства были просто заимствованы из описаний божеств греческой мифологии. Тут надо понять, что астрология вообще имеет дело с вещами, не поддающимися исследованию. Астрологи поверили, что связь положений планет с земными событиями есть, но обосновать, подтвердить или уточнить характер этой связи они никак не могут. Как, например, обосновать свойства Марса или уточнить их? Вдруг астрологи описали свойства этой планеты не полностью или немножко искаженно. Что должен измерять астролог, а главное чем? Чтобы выявить свойства Марса. Эти свойства никак невозможно определить, их можно только постулировать, то есть просто принять. В то время как физик, например, может исправить ошибку, если он ее допустил, пересчитать результаты, измерить исходные данные, перепроверить. То что будет измерять и перепроверять астролог, если его прогноз не сбылся? Поэтому астролог не может улучшить астрологию. Она не поддается, в принципе, улучшению известными науке способами. Он может только объяснять свои неудачи, интерпретировать их. Но вообще, как было сказано, большинство астрологов не считают астрологию наукой в точном смысле этого слова. Вот, например, что пишет об астрологии как науке Дейн Радьяр. Что бы ни открыла наука в области космических излучений, мы думаем, что философия астрологии никогда не будет такой, как философия какой-либо эмпирической науки, вроде физики, механики или биологии. Еще он же. Основная цель астрологии – указать возможности для индивидуального развития. Британский астролог Грегори Санта в книге «Союз неба и земли. Философия астрологии» пишет следующее. Раскрывая перед человеком его индивидуальный миф, астрология дарит ему смысл жизни. Из приведенных цитат становится понятно, что научная критика, хотя и развенчивает обывательский миф об астрологии, все же критикует не совсем то, чем астрология является на самом деле. А является она, как видно из этих цитат, неким подобием духовной практики. Существует множество проверок работоспособности астрологии. Они хорошо описаны, и сейчас на них останавливаться подробно нет смысла. Упомянем лишь некоторые. Казалось бы, какое самое естественное применение астрологии? Конечно же, предсказание катастроф. И надо сказать, что такая мысль пришла не только мне в голову. Также подумали и в российском МЧС в начале 2000-х годов. Дело в том, что в те времена в МЧС был создан отдел, в котором задействовали астрологов и экстрасенсов по предсказанию различных бедствий. И был сформирован отдел, который отслеживал, у кого сбылись, у кого не сбылись предсказания. И как сказал тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде», что даже у чемпионов по угадыванию сбывается не более 4,5% их пророчеств. Другой проверкой астрологии вместе с подтверждением ее работы
могли бы стать предсказания для какой-либо публичной личности, которая все время на виду. То есть астрологи, например, предсказывают какому-нибудь артисту или политику прогноз на год, а потом все смотрят, публикуется в газете, и потом все смотрят, что сбылось, а что нет. И если сбылось, то все понимают, что да, действительно, астрология работает. И дело в том, что такие попытки периодически предпринимаются. Например, астрологам долгое время не давал покоя Папа Римский Иоанн Павел II. Они постоянно предсказывали ему смерть. Так, например, астрологи предсказали смерть Папы Римского в 1992 году, но этого не случилось. Но астрологи не успокоились. И еще один, например, чтобы не ошибиться, предсказал целый диапазон с 2001 по 2004 год, что Папа Римский умрет в этот период. Но Папа Римский умер в 2005 году. И потом появилась информация, что таки кто-то из астрологов все-таки это предсказал. Но на самом деле, если взять какого-либо пожилого человека около 80 лет и в течение 15 лет предсказывать ему каждый год, что он умрет, то когда-нибудь, конечно, твой прогноз исполнится. Одну из показательных проверок астрологии совершил индийский профессор Джаянт Нарликар. Он отобрал анкеты 200 детей. 100 из них были одаренные и учились в школах для одаренных детей, а 100 были умственно отсталые. Взяв необходимые данные для составления гороскопа, он предложил астрологам составить гороскопы и отсеять, рассортировать одних детей от других. Откликнувшись на его просьбу, астрологи показали результат, близкий к простому угадыванию, то есть случайный выбор. Затем он обратился в Институт астрологии. Да, в Индии есть такой институт. Его сотрудники, если так можно назвать, продемонстрировали то же самое. Астрология, она же именно вот про это. Про способности, таланты, успех и прочее. Но, как мы видим, астрологи не смогли отделить талантливых детей от умственно отсталых. Другую характерную проверку астрологии совершил Бернард Сильверман. Все же знают, что астрология предсказывает совместимость или несовместимость супругов. Это уже стало неким догматом. Какие знаки зодиаков совместимы и так далее. Вот он и решил это проверить. Он взял анкеты 3000 пар счастливых в браке и 500 пар разведенных. Он предложил астрологам составить гороскопы для этих пар и отделить счастливые в браке пары от несчастливых. И, как вы уже понимаете, результат был близкий к обычному угадыванию, то есть нулевой. Вообще, как уже было сказано, таких проверок астрологии существует много, и их легко найти. И все они показывают один и тот же результат. Из чего можно заключить, что астрология не работает. И если бы мы критиковали астрологию только с точки зрения науки, на этом можно было бы и остановиться. Поскольку мы показали, что астрология – это не наука, что свойства планет и созвездий ни на чем не основаны, их связь с земными событиями невозможно подтвердить, и результаты проверок астрологии показывают, что она действует просто наугад. Но если бы это было так, не было бы нужды записывать данный ролик, поскольку подобных видео и так достаточно. Дело в том, что, знакомясь с астрологией, сталкиваешься с интереснейшим парадоксом. В то время как проверки говорят о ее неработоспособности, сами астрологи заявляют обратное. И мало того, они это не просто заявляют, они видят работоспособность астрологии на самих себе, поскольку они сами для себя постоянно составляют гороскопы. Так, однажды упоминаемый уже нами Дейн Радьяр составил для себя гороскоп и увидел в нем, что ему угрожает травма головы. Во избежание этой травмы он целый день не выходил на улицу и сидел дома. И со стены упала картина и ударила его по голове. Как это объяснить? Чтобы ответить на данный вопрос, давайте узнаем, чем же является астрология на самом деле и каков ее истинный механизм. В предыдущем разделе мы подошли к интересному парадоксу. В то время как все внешние проверки показывают неработоспособность астрологии, сами астрологи заявляют, что
и видит ее работу на самих себе, поскольку составляют гороскопы для самих себя. Наверное, критик от науки назвал бы это обманом или самовнушением, и, возможно, это имеет иногда место, но все же не объясняет явление целиком. Как же это объяснить? Ответ находим в хорарной или часовой астрологии. Вопрос астрологу должен быть задан честно. Дерек Эпплби пишет: когда вопрос задан честно, карта соответствует некоторым условиям, позволяющим сделать заключение. Интересно, правда? Один астрологический сайт поясняет это так. Если человека действительно волнует заданный вопрос, если есть необходимость получить на него ответ, гороскоп дает точные и четкие ответы. Если вопрос задан скорее из праздного любопытства, гороскоп часто отвечает весьма туманно. И возвращаясь к научности астрологии, вы можете себе представить какую-либо известную формулу, дающую точный ответ, правильный ответ, только в том случае, если он нам действительно нужен, если наша потребность в нем действительно реальна. Но почему вопрос должен быть задан честно? Отвечает Дэнь Радьяр. Простой факт состоит в том, что когда потребность человека реальна, некоторая сила или разумность, то ли в нем самом, то ли связанная с ним, оказывается способной использовать язык символов для передачи значимой информации и указаний к действию. Белорусский астролог Константин Флеченок пишет следующее. Астрология предполагает прямые контакты индивидуума с незримой реальностью, то есть живым и разумным, глубоко организованным миром тонких причин и первичных влияний. Астрология, по словам Радьяра, основана на так называемом интуитивном постижении. А под интуицией в данном случае следует понимать способность астролога входить в контакт с упомянутой им силой. А степень способности к этому контакту служит показателем профессионализма астролога. Астрологирование опирается на целенаправленно развиваемые интуитивные способности, и в этом смысле оно не более научно, чем хиромантия или гадание на рунах. Еще этот же автор. Необходимо строго соблюдать этику отношений с эгрегором, ибо это важнейшее условие сохранения чистоты канала в информационную надиндивидуальную энергосистему. От успеха сотрудничества с эгрегором в конечном счете зависит успех деятельности астролога и благополучие его клиента. Понимаете? Не причинность или синхронизм, а успешные отношения с эгрегором. Известный российский астролог Александр Каменский, выступавший под псевдонимом Авессалом Подводный, пишет, что супруги или астрологические партнеры, живущие по законам космической этики, должны чувствовать приход эгрегора. Еще одна цитата из книги Грегори Санта «Союз неба и земли». В астрологии мы ведем речь об индивидуальностях, а не группах. Весь смысл и цель астрологии теряются, если предпринимаются попытки предсказать будущее личности на основе статистики. То есть Мишель Гаклен, пытаясь найти статистические подтверждения астрологии, просто тратил время впустую, поскольку изучал то, чем астрология не является. Из всего услышанного можно сделать ряд выводов. Первое. Нельзя сделать сбывающийся прогноз тому, кто об этом не просил. Почему все проверки не работают? Люди, которые заочно участвовали в проверках астрологии, не имели реальной потребности в ответе. Поэтому в их случае прогнозы не сбылись. А Радьяр имел реальную потребность и получил картиной по голове. Если вопрос задан астрологу нечестно, то есть нет реальной потребности в ответе, то упомянутая сила просто не вступит в контакт с астрологом. Также из этого вытекает, что к астрологу нельзя прийти с проверкой или розыгрышем. Второе. Теперь понятно, почему астрологов не убеждают все результаты проверок астрологии и вообще все аргументы от науки. Они понимают, как она работает, но объяснить окружающему миру они это не могут. Просто если они объяснят это по телевизору, то из мистической древней науки сразу же превратятся в отрасль махрового оккультизма, такого же как гадание и все прочее. И астрологи растеряют большую часть своих клиентов, поскольку оккультистов и так хватает без астрологов.
и не все готовы к ним обращаться. Третье. Теперь понятно, почему астрологов не смущают многочисленные противоречия в астрологии. У одних астрологов столько планет, у других столько. В одной астрологии вы можете быть одним знаком зодиака, в другой другим. Но, как говорят астрологи, если работают профессионалы, то результаты будут одинаковые. Известны даже случаи правильного предсказания по ошибочно взятой чужой натальной карте. Все равно результат получается не из нее. Вот, например, что пишет один санкт-петербургский астролог. В моем опыте глубокая работа с клиентом – это своего рода слабый транс, где гороскоп не самоцен, но помогает подключиться к прямому источнику информации. Бывает так, что иногда мне приходит информация о моем клиенте, которую по здравому размышлению довольно трудно объяснить через астрологический символизм. Тогда получается, что глубокое погружение астролога в дела клиента может по сути абстрагировать астролога от гороскопа и дать ему верную информацию, противоречащую карте, элемент ясновидения. То есть понимаете, что происходит? Если астрологу придет ответ, противоречащий содержащемуся в карте, он выберет его, поскольку считает это ясновидением. Например, вы пришли к астрологу узнать совместимость с будущим супругом или супругой. И хотя это ничего не значит, поскольку астрология не может предсказывать совместимость, определять ее или несовместимость. Астролог строит два гороскопа и якобы выявляет эту совместимость. И допустим, что из его проверки следует, что вы совместимы. А ему пришел ответ, что нет, вы несовместимы. И он назовет его вам, он выберет его. И отсюда возникает любопытнейший вопрос. А нужны ли астрологам планеты, знаки зодиака и все остальное, весь астрологический символизм и его толкование, построение гороскопов, вычисление положения планет и все прочее. То есть все, из чего состоит астрология. И оказывается, что, в общем-то, астрологам это и не нужно. Дэйн Раньер говорит об этом следующее. Следует добавить, что движение Солнца, планет и звезд – не единственный материал, которым можно воспользоваться. Теоретически, все будет служить основой символизма. Он пишет, все будет служить основой символизма. Грегори Санта. В Месопотамии практиковалось исследование поведения животных. Изучался полет птиц. Если сражались муравьи, то это означало приближение врага. Вопрос задавался богу Солнца, затем закалывался ягненок, и исследовались его внутренние органы. И так важным было как физическая видимость планет и других небесных явлений, так и физическое извлечение и исследование печени животного. Древние также наблюдали за кометами и сменой цвета Луны. А вот еще одна очень любопытная цитата. Дэйн Раньер цитирует оккультиста Израэля Ригарди. Единственной целью искусства предсказания является развитие интуитивных способностей, обучающегося до такой степени, чтобы в конечном счете все технические методы предсказания можно было отбросить. Когда достигается такая степень развития способностей, то простое размышление о любой проблеме автоматически извлекает посредством интуитивного механизма требуемую информацию. То есть верх профессионализма – это входить в контакт без помощи каких-либо методик, не используя любые подручные средства. Поэтому астрологи могут вообще использовать всего одну натальную карту на все случаи. Например, заламинировать ее или нарисовать на столе. Или же вообще сменить имидж и взять хрустальный шар. Более того, профессиональный астролог, который уже входит в контакт, когда захочет, может принимать посетителей вообще в пустой комнате. Но, как мы понимаем, не все к этому готовы, не все это поймут. Поэтому он продолжает высчитывать положение планет, составлять гороскопы и делать вид, что их толкует. Также многим астрологам известна такая вещь, как эффект включения. Например, к астрологу пришел молодой человек, который долго общается с девушкой, и у них все хорошо, и он пришел узнать их совместимость. Астролог составляет две астрологические карты и говорит, что они совершенно несовместимы. И на следующий день между ними происходит ссора.
Это называется эффектом включения, который состоит в том, что знание об астрологической карте заставляет сильнее работать эту карту. То есть молодой человек, пока не знал, что они несовместимы, не испытывал никаких сложностей, а как только узнал, сразу же они и поссорились. И вот тут возникает еще один любопытнейший вопрос. А поссорились бы эти молодые люди, если бы один из них не сходил к астрологу и не узнал о их полной несовместимости? И упала бы картина и ударила по голове Радьяра, если бы он сам себе это не предсказал. Таким образом, можно сделать заключение, что это были не прогнозы, а программы. Сила, стоящая за астрологией, не только сообщает ответ астрологу, но и приводит его в исполнение, буквально вторгаясь в человеческую жизнь, получив на это право через осознанное обращение человека к астрологу, почему и нужна реальная потребность в ответе. Эта сила буквально живет в астрологии и является ее механизмом, который, конечно же, не подлежит никаким научным исследованиям. Но это все работает, если можно так сказать, только в системе клиент-астролог, поскольку за пределами астрологии сила не может вмешиваться в жизнь людей, которые к ней не обращались. И как писал Константин Сельчонок, найденное и изученное с помощью астрологии со временем самоосуществляется. Правильно сформулированный проект психологического и нравственного развития как бы кристаллизуется в душе и действиях искателя. Это вот как раз о том, о чем мы говорим. Самоосуществляется. Из приведенного примера про молодых людей мы видим, что нет лучшего способа разрушить семью или отношения, чем обратиться к астрологу. И это уже не говоря о синастрической астрологии, то есть астрологии супружества, в которой присутствует негативное отношение к слепому следованию общепринятым идеям и нормам бытия, к чему астрологи относят и супружескую верность. Раз уж мы коснулись этой темы, давайте на ней немножко остановимся. С точки зрения синастрической астрологии, партнеры должны совершить плавный переход от земной к космической этике отношений. Как пишет Авесолом Подводный, социальная и космическая этика порой расходятся довольно сильно. Любопытно, а о чем это он? Другой автор пишет следующее. В 1956-62 годах Уран во Льве впервые пытается утвердиться свободная любовь, отношения независимости между партнерами. Вы без труда продолжите эти характеристики. Еще оттуда же. С Ураном в 12-м доме пара чувствует настоятельную потребность освободиться от условностей и требований общества. Недоразумения часто бывают связаны с тем, что партнеры посылаются нам на короткий срок и с довольно ограниченной программой взаимодействия. Так что по существу партнер не особенно меня свяжет, если только я не попытаюсь наложить на него сеть пожизненной связи. Или астролог может вам сказать, что выходить замуж или жениться не нужно, поскольку вы отыграли кармическую программу со своим партнером до свадьбы. И теперь для дальнейшего роста вам нужно найти другого партнера. А чем заканчивается такая космическая этика и к какому логическому концу она приходит, нам станет понятно из отрывка статьи российского астролога Альберта Тимашева, бывшего ученика Павла Глобы. Сразу должен оговориться, что ответственность за приведенную далее информацию несет автор статьи, а я всего лишь его цитирую, поскольку эта статья находится в свободном доступе. Итак, он пишет. Глоба неоднократно устраивал обряды инициации, посвящений, открытия третьего глаза и тому подобного, являвшие собой безобразные сексуальные оргии, на которых многие из его доверчивых учениц лишались девственности. Под видом обрядов самой светлой и самой чистой религии добра и света, ритуалов очищения города от скверны, проводились гнусные сатанинские шабаши, от описания которых их очевидцами и участниками у нормального человека подступает к горлу тошнота. И надо сказать, что в подобном же русле Дейн Радьяр объясняет фрагмент Евангелия о встрече Иисуса Христа с самарянкой, которая в течение жизни имела 5 мужей и жила с 6-м. Самарянке, которая в своей открытости к побуждениям любви уже отвергла узкую приверженность старому порядку, Иисус мог открыть свою миссию. Тут помимо космической этики мы также видим
совершенно искаженное понимание Священного Писания, которое, кстати сказать, свойственно почти всем астрологам и оккультистам. Итак, астролог – это человек, который вступает в контакт с некой невидимой силой и пытающийся развить в себе способности к более легкому контакту с ней. А теперь давайте вспомним, как такой человек может быть назван по-другому. Правильно, шаманом. Шаман вступает в общение с духами, входя в транс. И астролог делает то же самое, только вместо бубна он использует компьютер и натальную карту. Поэтому надо понимать, что визит к астрологу, он ничем не отличается от визита к шаману, кроме антуража. Также надо понимать, что не каждый житель мегаполиса готов вот так запросто пойти к шаману на консультацию и смотреть, как он будет... А когда ты идешь к астрологу, то у тебя ощущение, что ты приобщаешься к древней мудрости и науке, и что сообщенная тебе информация, она получена в результате объективных научных исследований. То есть это просто обман. Таким образом, астрология является такой глобальной аферой, использующей то, к чему она не имеет никакого отношения, то есть космос и планеты и звезды. Как пишет Грегори Санта, астролог и маг используют одни и те же символы, и действительно оба подхода являются частью одной системы. В свете всего сказанного, вся мнимая научность астрологии просто испаряется, и остается то, чем является астрология на самом деле, а именно оккультной практикой. Что же получается? Человек начинает заниматься астрологией, думая, что это древняя наука, основанная на тысячелетнем опыте. Но постепенно, углубляясь в нее, становится фактически шаманом, общаясь с некими силами, которые сообщают ему прогноз, а потом сами же его и исполняют. При этом все астрологические знания и опыт оказываются за бортом, просто ненужными, что и понятно, поскольку без астрологической силы само по себе это все не работает. Астрология эксплуатирует чувство непостижимости Вселенной, грандиозности и красоту космоса, присваивая себе то, к чему не имеет никакого отношения. Построение и толкование гороскопов в астрологии не более чем ширма, декорация, бутафория, за которой скрывается общение с потусторонним миром. По большому счету даже не важно, что использовать в качестве такой бутафории – планеты, кости или игральные карты. Не будь астрологической силы, настоящего прогноза сделать не удастся. И надо понимать, что данная сила, она стоит не только за астрологией, а вообще за всеми видами гадания. Как мы помним, Грегори Санта писал, что в Месопотамии изучали печень животных, полет птиц и так далее. То есть все это, все гадательные практики – это вывески или таблички, ведущие к одному и тому же, приводящие к этой самой силе, к общению с ней. Что это за сила? С кем астролог вступает в контакт? Дело в том, что если я сейчас назову ее, то это может показаться кому-то неубедительным, а у астрологов начнется приступ сарказма. Поэтому давайте дадим высказаться им самим. Пускай они нам расскажут о ней как можно подробнее. Агриппа Нитинсхеймский. Прежде чем призвать в круг какого-нибудь злого духа, мы должны узнать его природу, какой планете он принадлежит и какими силами этой планеты обладает. Грегори Санта. Демон остается демоническим, если он отделен от божественного, из которого он берет свое происхождение. И еще он же. Чтобы стать свободными, они, Адам и Ева, должны были вырваться из чрева. Интересно, что фигура Сатурна представляет собой авторитет, от которого им надо было отделиться, а также сатану-искусителя, который дал знания, позволившее им стать свободными. Российский астролог Альберт Тимашев. Страх, в принципе, возник тогда, когда люди отвергли ночных божеств. Корни жестокости исходят не с темной стороны мироздания, а от нас самих, отрицающих и не желающих принять ее. Юнг. Да, он не астролог, но занимался астрологией, вполне может быть назван идеологом астрологии. Итак, он пишет. Дьявол, подобно гностическим архонам, обитает на небесном своде, и предположительно он и его ангелы соответствуют астрологическим богам и влияниям.
Давайте немного поговорим о Юнге. Дело в том, что он был не только психологом, но и оккультистом. Причем оккультистом он стал гораздо раньше, еще в молодости организовав спиритический кружок. Также он изучал астрологию и алхимию. Он слышал внутри себя голоса и беседовал с ними. Так, например, в нем жила некая женщина, вторгавшаяся, по его словам, в его мысли. Это привело к появлению архетипа анима, то есть женского начала в мужской психике, которое он приписал, распространил на всех мужчин. Также Юнг видел видение, проваливался в подземный мир, как он его называл, в котором с ним происходило нечто подобное магическим инициациям. Он общался с персонажами, которых кроме него никто не видел. Так, например, одним из наставников Юнга был некто Филимон, существо в образе старика с рогами и крыльями. Временами, писал Юнг, он был совершенно реален. Я прогуливался с ним по саду, и он был чем-то вроде того, что в Индии называют гуру. Филимон общался с Юнгом на психологические темы, и Юнг, опираясь на полученную от него информацию, озвучивал ее в виде инновационных подходов в психологии. Поэтому, к слову сказать, когда психологи озвучивают идеи Юнга и используют его терминологию, они отчасти озвучивают то, что сообщил ему Филимон. Другим наставником Юнга был некто К. Он явился ему впервые, вылезая из земной расщелины, и в лице его, по словам Юнга, было нечто демоническое или мефистофельское. Вводя понятие синхронистичности, Юнг хотел обосновать существование паранормальных явлений, которые окружали его семью. Дома у них был полтергейст, и, по воспоминаниям Юнга, у его дочери за ночь дважды исчезало одеяло, а дом был наполнен призраками. Также его дочь и мать были контактерами с духами, как, впрочем, и сам Юнг. Вообще надо заметить, что ряд идей Юнга, таких как коллективное бессознательное, архетипы, синхронность, не имеют научного характера. Профессор Ричард Нолл, автор книги «Тайная жизнь Карла Юнга», считает, что психологическая маска была создана Юнгом преднамеренно и отчасти лживо, для того, чтобы сделать свое собственное магическое, политеистическое и языческое мировоззрение более привлекательным для секуляризованного мира, склонного признавать лишь те идеи, которые, как кажется, имеют оттенок научности. То есть Юнг – это не психолог, который иногда баловался оккультизмом, а это оккультист, язычник и проповедник полигамии, который облекал эти идеи в психологическую обертку, чтобы придать им большую убедительность. И он прямо прописывал в качестве медицинского средства женатым мужчинам, которые были его пациентами, заводить любовниц, чтобы, как считал Юнг, высвободить инстинктивную творческую энергию. И себе он, конечно же, не отказывал в высвобождении этой энергии, заводя романы с пациентками. А когда его жена родила 5 детей, он сообщил ей, то есть просто поставил перед фактом, что теперь у них начинаются свободные отношения. И у него был график, когда и с кем он общается. А на выходные, например, могла приехать одна из его любовниц и провести время с ним и его семьей. Возможно, кто-то скажет, что это высокие отношения. Но, как по мне, это просто мерзость. А Юнг повел себя по отношению к своей супруге просто как свинья. И не просто как свинья. Он подвел под это якобы научную базу. Так и представляешь, как он объяснял ей про коллективное бессознательное и архетипы. И мало того, это учение он запустил в массы, следы чего мы до сих пор можем встретить в современной медицине, отголоски, так скажем. Дело в том, что Юнг считал, что для достижения физического и психического здоровья, а также для выхода людей на новый уровень бытия, необходимо освободиться от социально-этических норм, а также разрушить семейные, общественные и религиозные оковы. Подобный подход мы уже встречали, как вы помните, в синастрической астрологии с ее так называемой космической этикой. И, между прочим, точно таким же способом, то есть подводя научную базу, Юнг оправдывал нацизм. Например, он писал, что арийское бессознательное имеет более высокий потенциал по сравнению с еврейским. А Гитлера он называл визионером, духовным сосудом, первым человеком, объяснившим каждому немцу, о чем он думает и что чувствует в своем бессознательном разуме о судьбе Германии. Также он полагал, что Гитлер
черпал свою необыкновенную энергию из тевтонского бессознательного. Как говорится, не подкопаешься, все строго научно. Конечно же, потом Юнг оправдывался, списывая это на требования времени. Сейчас у Юнга много почитателей, называющих его гением. Но мне эта ситуация напоминает черный квадрат Малевича, когда все хвалят, а кто высказывает сомнения, сразу записывается в мужики-лапотники, ничего не понимающие в искусстве. Конечно, я сразу скажу, что не являюсь специалистом, и поэтому не берусь выносить суждения о влиянии творчества Юнга на современную науку. Но тем не менее, мне кажется, что его личность и идеи сильно переоценены и несколько дискредитируют психологию как науку. И, кстати сказать, знаете, как называется фонд, который занимается изданием неопубликованных сочинений Юнга? Фонд Филимона. Дело в том, что у Юнга много неизданных сочинений. Этот фонд планирует издать до 30 томов, поскольку родственники, хранящие его сочинения и переписку, не спешат делиться ей с общественностью, ссылаясь на то, что эти сочинения будут якобы неправильно поняты. Но по сути, мне кажется, потому что после их издания Юнг предстанет совершенно в ином свете. На идеи Юнга впоследствии опирались многие известные астрологи. Также он считал, что посвящен в мистическое братство с Юлианом Отступником, а христианство считал своим личным врагом. Так же, как вспоминают очевидцы, он не мог произнести слово «церковь» без ругани. Одна из последовательниц Юнга вспоминала, что когда она хотела принять католичество, он написал ей следующее: «Рядом со мной нет места для тех, кто пребывает в лоне церкви. Ваш духовник находится тут, а не там». То есть это он про себя. «Я служу для тех людей, которые вне церкви». И когда Аниэла Яффе писала биографию Юнга, она отказалась включить туда это письмо. Любопытно, да? То есть биография Юнга довольно сильно причесана. По воспоминаниям знавших его много лет, Юнг сам вел себя так, словно его психология была еще одной религией. Он считал, что добро и зло всего лишь понятия, и что человек может позволить себе не делать добро, а делать зло, если таков его этический выбор. Также он считал, что необходимо пересмотреть догмат о Святой Троице и включить туда сатану. Вообще, эта тема довольно интересная и требует более детального исследования. Но сейчас давайте снова вернемся к астрологии. Как мы помним, гороскоп может наделить человека самыми негативными нравственными качествами. Что некоторые астрологи предлагают человеку с этим делать? Грегори Санта пишет: «Задача в первую очередь состоит в раскрытии нашего истинного паттерна, который символизируется гороскопом, и во-вторых, в согласовании себя с этим паттерном». Еще оттуда же. Иметь карту рождения и быть этой картой – это совершенно разные вещи. Последнее подразумевает сознательное принятие того, кем мы являемся. То есть, по мысли Грегори Санта, гороскоп, какие бы качества там ни содержались, это то, каким человек должен стать, программа его развития, данная ему, так сказать, в течение его земной жизни. Радьер пишет об этом следующее: «Никакая часть ничего в карте не должно рассматриваться как плохое или вредное». Тут нужно коснуться вопроса о том, что такое добро и зло с точки зрения христианства и астрологии. Вначале давайте рассмотрим христианский взгляд и зачитаем несколько цитат из «Добротолюбия». «Все сущее, бывающее в мире, трояко есть, именно добро, зло и среднее. В делах человеческих ничего не должно посчитать существенным добром, кроме одной душевной добродетели, которая искреннюю веру, приводя нас к Богу, понуждает непрестанно прилепляться к этому неизменному добру. И напротив, ничего не должно посчитать злом, кроме одного греха, который, отделяя нас от благого Бога, связывает со злым дьяволом. Среднее есть то, что может быть относимо к той или иной стороне, судя по качеству или расположению пользующегося тем, как то богатство, власть, почесть, телесная сила, здоровье, красота, самая жизнь или смерть, бедность, немощность плоти, напраслины и прочее всему подобное, что по качеству и расположению пользующегося может служить или к добру, или ко злу». И еще одна цитата преподобного Антония Великого: «Бог, сотворив человека самовластным, как независный, всещедрый и благий,
доставил ему возможность, если захочет, угождать Богу. Угодно же Богу то, чтобы в человеке не было зла. Ибо если люди хвалят хорошие дела и добродетели святой и боголюбивой души, а дела срамные и злые осуждают, не тем ли паче Бог, хотящий спасения человеку. Итак, запомним, Богу угодно, чтобы в человеке не было зла. А как смотрит на этот вопрос астрология? Говорит Грегори Санта. Теневая, неразвитая, низшая, темная, злая сторона должна быть признана и принята. Эти архетипы встречаются внутри нас, как тень или демон. Вот почему астрология, соединенная с психотерапией, путем распознания природы этих архетипических сил, может указать на идеальный способ лечения. Если мы сможем убедить себя поцеловать лягушку, то мы трансформируем ее роста в красоту, и она перестанет беспокоить нас. По словам Грегори Санта, астрологическая психотерапия заключается в том, чтобы человек принял то, что может быть названо темной стороной или демоном. А теперь давайте сравним это с цитатой основателя церкви сатаны Антона Лавея. «Сатана – проявление темных сторон человеческой натуры. Его надо культивировать, что мы и делаем в нашем храме, с помощью различных магических заклинаний». Вы видите разницу взглядов на этот вопрос астрологов и сатанистов? Лично я нет. Но если сатанизм имеет мрачный и отталкивающий образ, то астрология в глазах многих представляется не то наукой, не то психологией, не то древней мистической мудростью. Как мы видим, сила, стоящая за астрологией, проявляет себя не только в прогнозах и их исполнении, но также и в мировоззрении, сообщая астрологам, а через них и всем остальным, что такое хорошо и что такое плохо, то есть каким должен быть человек. Здесь уместно коснуться того, что такое совесть. Преподобный Авва Дорофей называет совесть естественным законом в человеке, показывающим ему, что такое добро и что такое зло. Совесть, по его словам, подобна колодцу, который мы засыпаем, совершая грех. Поэтому нужно строго следить за своей совестью, чтобы она нас ни в чем не обличала, даже в малейших проступках, потому что, попирая совесть в малом, человек приобретает худой навык и постепенно утверждается во зле. Ибо, как пишет Авва Дорофей, и добродетели и грехи начинаются от малого и приходят к великому добру или злу. А порождаемое совестью чувство вины побуждает нас исправляться. Например, когда мы обидели человека и совесть нас укоряет, мы идем к нему и просим прощения. А что об этом говорят астрологи? Дэйн Радьяр пишет: «Чувство вины мешает попыткам самотрансформации человека. То, что люди называют голосом совести, есть проявление функции самотрансформации, встретившей какие-то препятствия. Каждый человек должен быть готов к очередному эволюционному шагу в своей личной или групповой жизни, но часто его отбрасывает назад инерция прежнего опыта». Любопытно, а что это за эволюционные шаги, которым препятствует совесть? Совесть и чувство вины, если можно назвать тормозящими самотрансформацию, то только в том случае, если под ней понимать не развитие, а деградацию. Если бы у людей не было совести, то мир давно перестал бы существовать. И к этому в пределе и ведет астрология. Это также напоминает практику оккультных инициаций, когда для посвящения в следующий уровень человеку нужно совершить какой-то безнравственный поступок. Астрологическое учение, по-видимому, одинаково относящееся к добру и злу, по сути легализует зло, снимая с человека чувство вины за плохие поступки и открывая путь к так называемой свободе. Кто-то из астрологов возразит, сказав, что он так не считает, и вообще старается бороться с негативными качествами в душе. Может быть. Но как невозможно не испачкаться человеку, который каждый день спускается в канализацию, точно так же и здесь. И вообще, любые негативные изменения в душе не происходят сразу, а постепенно, вначале вызывая отторжение, потом равнодушие и, наконец, становясь нормой, постепенно захватывая здоровые участки сердца и образа мыслей. Изучая астрологию, углубляясь в нее, человек постепенно повреждается, и, возможно, начиная как ученый-астролог, думая, что астрология – это наука, он знакомится с книгами астрологов-оккультистов и постепенно перенимает их учения. И даже если он будет заниматься астрологией только по Птолемею, то он придет к ситуации, что его прогнозы не сбываются, поскольку само по себе это все не работает. И нужно что-то еще, нужен интуитивный контакт.
С точки зрения Евангелия, путь духовного развития человека состоит в очищении сердца от страстей через исполнение новозаветных или евангельских заповедей, которые являются не просто отвлеченными нравоучениями, данными с непонятной целью, а отражают свойства самого Бога. «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд есть». Или другая заповедь: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». То есть Бог сказал сам о себе, что Он милосерден, кроток и смиренен. Человек, исполняющий евангельские заповеди, руководствующийся в жизни Евангелием, нравственно уподобляется Богу и сродняется с Ним, и в течение жизни приобретает качества, необходимые для наследия жизни вечной, собственно, для чего и дается человеку земная жизнь, чтобы он успел приобрести, восстановить подобие Божие. Справедливо и обратное. Нарушающий заповеди удаляется от свойств Божиих и приобретает противоположные свойства, то есть свойства падших духов. Он по душевным качествам становится подобным им, хотя внешне может казаться вполне благоприличным человеком, не имеющим внешне никаких грубых пороков. Поэтому нетрудно понять, из какого источника проистекает идеология относительности добра и зла, и к каким плодам она приводит. Бог сообщает свою благодать и силу людям, понуждающим себя к исполнению заповедей и борющимися с возникающими внутри негативными движениями. То же самое делает и падший дух. Он сообщает свою силу в обмен на грех, на нарушение заповедей. Так он борется с Богом, которому не может ничего сделать, кроме как заставить его творение, человека, служить себе и исполнять свою падшую волю. И здесь нужно сказать, что любой контакт с астрологами представляет собой серьезную опасность для человека. Даже если клиент не готов к данному моменту времени, тем не менее, посредством проведения по символам в его подсознание будет введена истина. Затем, когда он станет готов, возможно, многими годами позднее, это зерно прорастет и войдет в сознание. Еще Грегори Санта. Цель использования системы, подобной Таро или астрологии, заключается не в раскрытии того, что случится, но во вхождении в соприкосновение с подсознанием другого человека при помощи символов и таким образом установлении контакта человека с его неосознаваемыми потребностями, помогая ему постичь, чего же на самом деле ему хочется. Астролог Стефано Ройя пишет: «Лечебный эффект на людей оказывает именно магия, через изучение астрологии или индивидуальной консультации». Радьяр. Вид помощи может сильно отличаться от того, какой предполагал клиент до встречи с вами. Здесь слово «помощь» следует понимать в свете всего изложенного. Например, придя к астрологу за каким-нибудь второстепенным вопросом, например, узнать, когда мне ехать в отпуск, человек подвергается, так скажем, полному пакету астрологических услуг по внедрению в подсознание астрологического образа мыслей, который объяснит ему, что же ему хочется на самом деле. И кроме того, приходя к астрологу, человек дает право силам, стоящим за астрологией, вмешиваться в его жизнь. Иногда может случиться следующее. Клиент будет хлопать глазами и говорить: «А я не понимаю, что со мной, у меня крыша едет. Вы со мной поработали, а я пойду завтра и повешусь. Вы уверены, что я не повешусь? Вы должны быть готовы к этому тексту и иметь на него какой-то ответ». Это был фрагмент из лекций астрологом по психологии Весолома Подводного. Итак, что это за сила? Священное Писание и святые отцы на протяжении нескольких тысячелетий предупреждают о том, что в астрологии и прочих оккультных практиках действует падший дух. Однако, как можно было убедиться, к такому выводу легко прийти, просто изучая книги самих астрологов и их высказывания. Когда астрологи это слышат, у них обычно начинается приступ сарказма, и они начинают обвинять православных в зашоренности и мракобесии. Вообще любопытно, что оккультисты, то есть люди, вступающие в контакт с падшими духами, так иронизируют по поводу слов «бесы», «дьявол» и так далее. Видимо, они думают, что православные имеют в виду мужика в ватнике с рогами и в кирзачах.
Но дело в том, что падшие духи, чтобы обольстить человека, являются по большей части людям не в их каком-то страшном облике, а в виде света, светящихся фигур, в виде голосов, красивой музыки, благоухания, мыслей, кажущихся возвышенными, и чувств, кажущихся новыми и необычными. И против всего этого у человека нет иммунитета. Сталкиваясь с этим, человек обычно это принимает, и потом еще начинает считать себя особенным, то есть гордиться этим. Падшие ангелы являются в своем истинном виде тем, кто уже понял, с кем имеет дело, или по особенному попущению Божию. Кто-нибудь возразит: а если я не хожу к астрологам, а просто читаю гороскопы в газетах? Неужели я подвергаю свою жизнь опасности? Дело в том, что даже если бы не было падших духов, прислушиваясь к советам астрологов, человек неимоверно осложняет свою жизнь, наполняя ее набором бессмысленных, нерабочих рекомендаций. Это делай, а это не делай. Если человек верит, что планеты влияют на него в астрологическом смысле, то это называется суеверием. Но суеверие – это не безопасная вещь. Все, что происходит с человеком, случается по воле или по попущению Божьему. А суеверие, если можно так выразиться, отнимает часть полномочий у Бога, забирает их себе и передает их черным кошкам, просыпанной соли, пустым ведрам и всему прочему. Таким образом, делая эти предметы в жизни человека первостепенными, а Бога делает для человека второстепенным. Кроме того, чем крепче вера в суеверие, тем больше власть над жизнью человека получают падшие духи. Он сам им предоставил ее, перестав доверять Богу, а став доверять глупейшим вещам. Или думая, что, поплевав и постучав трижды по дереву, он себя как-то этим защитит, что не Бог его защищает, а вот именно вот это вот действие, чем наносится оскорбление Богу. Поэтому, например, на вопрос, почему приметы сбываются, преподобный Серафим Саровский отвечал: «Не верь, и не будут сбываться». Вера – это, между прочим, очень важная вещь. Она показывает, кому мы доверяем. Богу или, например, куску дерева, по которому мы стучим и думаем, что это защитит нас от каких-то несчастий. Поэтому, к слову сказать, кто верил в приметы или кто верил в знаки зодиака и прочее, должен перестать обращать на это внимание. И все сказанное перестанет влиять на его жизнь и иметь какое-либо для него значение. И ему жить станет гораздо проще. Иногда можно услышать следующее: ну ладно, астрология не работает, но астропсихология – это же вроде как психология, поэтому астролог может в некоторых ситуациях помочь человеку в сложной ситуации, успокоить его и так далее. Дело в том, что астропсихология – это лженаука, а психология – это не игра в психолога, когда человек, кивающий, тебя выслушивает и дает какие-то советы. У подавляющего большинства астрологов нет психологического образования, и проводить психологическую практику в их случае не только небезопасно, но и противозаконно. Кроме того, пытаться выявлять и лечить психические отклонения с помощью натальной карты просто опасно для здоровья. Ну и раз уж мы коснулись здоровья, есть такой подвид астрологии, как медицинская астрология. Он занимается, как бы это ужасно ни звучало, здоровьем и профилактикой заболеваний, основываясь на том, что определенным органам в человеке и частям человека соответствуют определенные знаки зодиака. Ну и поскольку это само по себе не работает, то обращаться к медицинской астрологии – это просто подвергать риску свое здоровье и жизнь. Ну а если не само по себе? Могут ли падшие духи помочь человеку, например, со здоровьем? Вот, например, известный астролог Авесолом Подводный писал книги по астрологии и вообще, как я уже сказал, известен почти всем российским астрологам. Но в 2014 году у него диагностировали рак. Он несколько лет лечился, и, по-моему, в 2018 году он умер. А он наверняка составлял себе гороскопы. И наверняка, как следует из его книг, общался с астрологической силой, как мы сейчас понимаем, с падшими духами. Но они не посчитали нужным сообщить ему о его заболевании. У них нет цели принести человеку пользу.
Но почему астролог входит в контакт именно с падшими духами, а не со светлыми ангелами? Потому что человечество на Земле само находится в падении, и своими силами может достигнуть общения только с ними. «Душа оскверненная, — сказал преподобный Исаак Сирин, — не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых». Человек на земле и сам является падшим духом, только его падение не окончательное, он может еще покаяться и исправиться и обратиться к Богу, в отличие от них. Желающим более подробно ознакомиться с этим вопросом, можно порекомендовать в сочинении святителя Игнатия Брянчанинова «Слово о чувственном и духовном видении духов». Давайте зачитаем из него несколько слов. «Святые ангелы являются только святым людям, восстановившим с Богом и с ними общение святой жизнью. Хотя демоны, являясь людям, наиболее принимают вид светлых ангелов для удобнейшего обмана, хотя они иногда и предсказывают будущее, хотя открывают тайны, но веряться им никак не должно. У них истина перемешана с ложью. Истина употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Мысль, что в чувственном общении с духами заключается что-либо особенно важное, ошибочна. Чувственное видение без духовного не доставляет должного понятия о духах, доставляет одно поверхностное понятие о них. Очень удобно может доставить понятия самые ошибочные. Их-то наиболее доставляет неопытным и зараженным тщеславием и самомнением. Духовного видения духов достигают одни истинные христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной жизни. Кто видит духов и находится в чувственном общении с ними? Волхвы, отрекшиеся от Бога и признавшие Богом сатану. Люди, предавшиеся страстям и для удовлетворения их, прибегшие к волхвам, при посредстве их вступившие в явное общение с падшими духами, что совершается под непременным условием отречения от Христа. Человеки, истощенные пьянством и развратной жизнью, подвижники, впавшие в самомнение и гордость. Таково понимание рассматриваемого вопроса православной церковью и ее взгляд на практики, приводящие к так называемому отверзению чувств или к общению с потусторонним миром. А теперь вернемся к началу нашего разговора. Почему вопрос астрологу должен быть задан честно? И почему астрологические прогнозы, а по факту программы, не работают в жизни тех людей, которые не обращаются к астрологии? Отвечает святитель Кирилл Иерусалимский. «Бегай всякого действа дьявольского, и не повинуйся всему дракону, отступнику, самопроизвольно изменившему доброе существо свое. Он может покорить себе того, кто хочет, а принудить к тому не может никого. Не внимая ни учению звездочетов, ни птицегаданию, ни предзнаменованием, ни баснословным эллинским прорицанием». Видите, что пишет святитель Кирилл? Он может покорить себе того, кто хочет, а принудить к тому не может никого. Почему честность вопроса и является неким критерием? Она показывает, что человек пришел добровольно и испытывает реальную потребность в ответе. Преподобный Максим Грек. Услышь боговдохновенного отца Василия Великого, который говорит: «Видишь ли, какое для тебя зло волхвовать? Последующие обману волшебства оставляются вне промысла Божия». Блаженный Августин. Надобно сознаться, что иногда они говорят и нечто истинное, но говорят по некоему сокровеннейшему внушению, которое испытывает несведущий ум человеческий. Так как это служит к уловлению людей, то оно бывает действием совратившихся духов, которым попускается знать кое-что истинное из области временных предметов. Православная церковь всегда относилась к астрологии как к виду волхвования или колдовства, или что тоже как к практике, приводящей к общению с падшими духами, и поэтому запрещала своим чадам заниматься как колдовством, так и астрологией. Иногда можно услышать возмущение в адрес православной церкви, как это она может что-то запрещать. Дело в том, что все постановления святых отцов и соборов относятся только к православным христианам. Если мы раскроем апостольские послания, то мы не найдем там ни одного наставления или обращения к еще не уверовавшим язычникам, только к обратившимся. Нравственные догматические постановления церкви нужны для того, чтобы показать православным христианам, что, нарушая их, они вредят своему спасению своей душе и сами себя изгоняют из пределов церкви, то есть перестают быть православными христианами, хотя, конечно,
могут считать себя таковыми и даже заявлять об этом. Церковь часто уподобляют кораблю, а ее каноны в таком случае можно уподобить ограждению на палубе этого корабля. Обозначая практики, приводящие к отступлению от Бога, Церковь показывает, что, занимаясь ими, человек сам выходит из Церкви. Поэтому, кто читал гороскопы, должен перестать это делать и перестать соотносить свои поступки с рекомендациями астрологов. И уж тем более он должен перестать оправдывать свои недостатки и пороки, ссылаясь на гороскоп, якобы планеты и звезды сделали его такими. Через это он также косвенно хулит и Бога, якобы через планеты и звезды, вложившего в его душу порочные наклонности. Но это неправда. Бог ни сам, ни через планеты не сделал человека плохим. Он дал ему свободу в выборе между добром и злом. Да, совершая зло, человек постепенно попадает к нему в зависимость и уже сам не может от него избавиться. А избавляется от него он через искреннее покаяние и исповедь, что подтвердит всякий, пришедший в православие в сознательном возрасте. А что касается астрологии, человек получит несравненно большую пользу, если вместо того, чтобы сверяться с гороскопом перед каким-либо делом, он кратко помолится Богу о помощи и вразумлении. Если это дело, конечно, доброе, а злых дел у него быть и не должно. Иногда астрологи говорят, что астрология якобы помогает узнать волю Божию. Но это неправда, поскольку, чтобы узнать волю Божию, не нужно так далеко ходить. Воля Божия состоит в том, чтобы человек правильно верил в Бога, как Бог сам о себе открыл, и жил по заповедям Евангелия, то есть исполнял их делом, словом и помышлением. Заповеди Евангелия перечислены в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главу. Исполняя заповеди, поучаясь в них, человек будет возвращать утраченное богоподобие. А обращаясь к астрологам, человек делает как раз противоположное. Он обращается к падшим духам, и через это как бы нравственно сродняется с ними, заимствует их свойства. И тем самым еще дальше отчуждается от Бога. Запрещение обращаться к астрологам и колдунам, или по-современному к экстрасенсам, находится еще в Ветхом Завете. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сей-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени. И вы не слушайте своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам: не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли». Одним из наиболее частых аргументов в защиту астрологии является упоминание евангельского повествования о поклонении волхвов младенцу Христу, о рождестве которого они узнали через звезду. Но дело в том, что это не была звезда в привычном смысле этого слова, а особое знамение Божие, поскольку она вела себя вопреки законам физики. Она двигалась не как все прочие звезды. Появлялась и исчезала, шла перед волхвами и, наконец, опустилась над местом, где был младенец Христос. Звезды так себя не ведут. Вавилонские астрологи знали о пророчестве, что у евреев должен родиться Мессия. И когда они увидели новую звезду, движущуюся по небу совсем не так, как это делают все прочие звезды, они поняли, что пророчество исполнилось, и пошли, чтобы лично убедиться в этом и поклониться Христу. То есть Бог привел их через то, чем они занимались, через необычную звезду, так же, как и апостола Петра Господь привел к вере через то, чем занимался он, а именно через необычайно большой улов рыбы. Новая звезда и большой улов рыбы для нас, скорее всего, не были бы аргументами, поскольку мы в этом ничего не понимаем.
А апостол Петр был много лет рыбаком, и он смог понять, что это сверхъестественный улов, который можно объяснить только чудом. Также и вавилонские астрологи, они поняли, что новая звезда – это чудо, поскольку ничего подобного до сих пор они не видели. Этим также признаменовалось обращение язычников ко христианству. По преданию, эти волхвы стали христианами и приняли мученическую смерть. Известно ли падшим духам будущее? Почему даже опытные астрологи ошибаются? Отвечает святитель Игнатий Бринчанинов. Демоны не знают будущего, известного единому Богу, и тем разумным Его творением, которым Бог благоволит открыть будущее. Но как умные и опытные человеки из событий, совершившихся или совершающихся, предусматривают или предугадывают события, имеющие совершиться, так и хитрые, многоопытные лукавые духи могут иногда предполагать с достоверностью и предсказывать будущее. Часто они ошибаются, весьма часто лгут и неясными провещаниями приводят в недоумение и сомнение. Иногда же они могут предвозвестить событие, которое уже предназначено в мире духов, но между человеками не приведено еще в исполнение. Так, прежде нежели постигли праведного Иова искушения, попущение этих искушений уже было решено в Совете Божием и было известно падшим духам. Так решена была на суде Божием, известно святым небесным силам и отверженным ангелам, предана к исполнению духу лукавому погибель в сражении царя израильского Ахава, прежде нежели царь выступил в поход. Так предсказал дьявол святому Иоанну, архиепископу Новгородскому, искушение, которое впоследствии навел на него. Обращающийся к астрологу обращается к падшему духу. Можно считать, что это одно и то же, и таким образом подвергает опасности свою жизнь и жизнь своих близких, потому что через факт этого обращения человек показывает, что доверяет им больше, чем Богу. Мало того, от общения с падшими духами человек нравственно сродняется с ними, заражается их свойствами, прежде всего ненавистью к Богу, вследствие чего такие люди окажутся после смерти не с Богом, а с падшими духами и разделят их участь. Таким образом, астрология – это один из инструментов падших духов по порабощению себя человечества. Поэтому не будем легкомысленно относиться к своему спасению и на личном опыте исследовать каждую духовную практику. Можно неисцельно повредиться. Наш образ мыслей и духовное зрение исказится, и мы просто не сможем увидеть истину и вернуться к ней. Как сказал один из астрологов, оккультное знание изменяет человека целиком и полностью. И здесь не можно согласиться. Приобщившись к оккультному знанию, человек сильно повреждается. Прежде всего, это видно на известных астрологах и прочих оккультистах, на их отношению к Евангелию. Они видят евангельские события как будто через какое-то сильно грязное и искаженное стекло. Да, иногда астрологи называют себя христианами и верующими. Но это самообман. Если они верят в Бога, они должны перестать заниматься астрологией, поскольку Господь запрещает это делать. Они должны принести Богу покаяние в том, что занимались астрологией, и через это их жизнь освободится от власти над ней падших духов. На этом можно закончить разговор об астрологии. Но в качестве послесловия хочется предложить вашему вниманию фрагмент из документального фильма, в котором говорит бывший астролог. Просто жизнь вот как-то так сложилась, что я оказалась в этом потоке всеобщем. Время было такое, когда все увлекались вот какими-то там такими делами, называли это бизнесом. Сейчас уже как бы вглядываясь в прошлое, я понимаю, что действительно вот несло каким-то потоком безумным. Но, видимо, не было главного. И уже тогда, занимаясь этим так называемым этим бизнесом, меня все время тянуло куда-то в сторону. Я пошла на курсы астрологии. Я стала ходить на занятия, занималась долго, 2 года. И пошли уже какие-то такие оккультные вопросы. Ну как же так, вот люди какую-то карму вспоминают, что-то они там такое вот видят. Я ничего не вижу. И вдруг однажды мне звонит одна моя сотрудница. Не хочешь ли ты осветить офис? А я говорю, а давайте квартиру. Спросила у батюшки, говорит, пожалуйста, вы можете квартиру осветить. Я говорю, здрасте, батюшка, вот
Я должна вам кое-что сказать, прежде чем вы поедете со мной, потому что, может быть, вам не захочется после того, что я вам скажу, со мной ехать. Я, говорю, занимаюсь астрологией. Ехали мы 40 минут, и за эти 40 минут вот произошел перелом во мне. И вот чувствую, что что-то происходит, вот что-то такое происходит, как будто, знаете, часы включились. Я не понимала еще, что это православие, там, что и как. Вот я понимала, что вот этот человек принес мне то, без чего жить уже невозможно. Но вот как бы какую-то составляющую часть, очень важную составляющую часть моей жизни. Буквально там через несколько дней после этой встречи мне надо было идти на очередную лекцию по астрологии. Я пришла на эти курсы в Музей народов Востока. Преподаватель этой астрологии, красавица Елена. Она садилась в кресло и начинала рассказывать. И вот я сижу и вспоминаю батюшку, просто вот эту встречу. И вдруг сзади наклоняется молодой человек и говорит: вот я вижу там какие-то потоки, какая работа идет интересная, там каких-то птиц. Я вдруг думаю, а что же вижу я? Я с ужасом смотрю на сцену, и я вижу эту красавицу Елену в кресле, сидящую, а рядом с ней, справа от нее, стоит бес, лохматый, с копытами. Его лапа лежит у нее на плече. Ужас просто. И в этот момент лекция заканчивается. Я хватаю свой портфель и бегом оттуда. Я приехала домой, сожгла все эти книжки, звонила всем своим друзьям, сообщила, что я ухожу, с астрологией как бы раз и навсегда покончено, и группа развалилась, астрологическая это. Сразу позвонила батюшке в Пустынь и помчалась сюда. И же в пустыне
Kyrie